По какой-то непонятной мне причине, мне очень захотелось сделать подобный топ. Топ сильнейших магов во вселенной Аватара. И это скорее не желание поделиться с вами своим мнением, но больше стремление самому понять, кто же самый сильный маг во вселенной Аватара. Я очень долго не мог определиться, а стоит ли мне добавлять сюда аватаров вообще или нет. И пришел к выводу, что так или иначе мне придется это сделать, ведь аватар это тот же маг, только владеющий больше чем одним элементом. И это в свою очередь замкнуло меня в некоторые рамки под названием имбалансный персонаж, коим является аватар, но не суть. Я пытался расставить персонажей более-менее объективно, но я слукавлю, если скажу, что это полностью объективный топ. Нет, в любом случае симпатия к одному или иному персонажу повлияла на некоторые мои решения. Впрочем, вы это увидите по ходу дела. Что ж, поехали. На 10-м открывающем месте находится Лорд Огня Зуку. Будучи 10-летним мальчиком, Зуку едва ли мог пускать маленькие искры огня, но уже через 7 лет его можно было назвать одним из сильнейших когда-либо существовавших магов огня в принципе. Зуку учился у самых лучших учителей магии огня, драконов и дяди Айро, которые научили его черпать силу из дыхания, а не из гнева или ярости. Он овладел способностью отражать молнию и тем самым смог противостоять своему отцу, некогда считавшимся сильнейшим магом огня. История становления Зуку как мага не была сопровождена талантом, но стараниями и терпением. Зуку был настолько силен, что будучи врагом Анга, мог противостоять ему на равных. А также, уже после становления как положительного героя, он научился чувствовать магию огня в полной мере, и тем самым полностью научился ее контролировать. Также он был способен на равных противостоять своей сестре, которая считалась магом огня, который рождается единожды в 1000 лет. Возможно, Зуку и заслуживает занимать более высокую позицию, но магов, которые идут далее, едва ли можно назвать слабее Зуку. Поэтому идем дальше. Буми как-то сказал, что является сильнейшим магом Земли, которого кто-либо может встретить в своей жизни. И вероятно, при своей жизни он действительно был сильнейшим. Буми в одиночку освободил город Амашу, и на моей памяти является единственным магом Земли, который мог использовать магию Земли головой, что уже указывает нам на его мастерство. Во время освобождения Амашу он показал то, что может швырять гигантские куски земли без особых усилий. И это в его-то 112 лет. И кто знает, на что был способен Буми в свои лучшие годы. Далее у нас идет, вероятно, самый опасный противник в очной схватке – Якон. Несмотря на то, что нам очень мало про него известно, мы знаем, что он, вероятно, самый могущественный маг крови в истории. Со времен Хамы было известно, что магию крови можно использовать во время полнолуния, но Якон каким-то образом научился делать это в любое время суток, что делает его практически неуязвимым противником в схватке. Якону удалось удерживать всех присутствующих в зале суда, а там, на секундочку, находились сильнейшие маги в истории, такие как Тоф и Анг, которые на тот момент ничего не смогли сделать Амону. К сожалению, про него известно очень мало, но то, что известно, уже позволяет ему находиться на 8-м месте данного топа. На 7-м месте заслуженно находится маг огня от бога, или в нашем случае от дьявола, Азула. Будучи еще маленькой девочкой, она уже была способна на то, на что даже взрослые не были способны. Азула — единственный известный маг огня, способный использовать синий огонь вместо обычного красного. Также она могла искусно использовать молнию в любой ситуации. Азула в одиночку справлялась с Ангом и Катарой, и даже почти смогла убить Анга в состоянии аватара, а это практически невозможно. Вы только вспомните, как банда Захира долгое время пыталась убить Кору в состоянии аватара. Азула — маг огня, который рождается раз в 1000 лет. Ее таланту мог бы позавидовать любой маг любой стихии. Тем не менее, она все же не неуязвима, и кое-кто смог ее победить. Катара, возможно, является сильнейшим магом воды, когда-либо жившим в принципе. По крайней мере, нам известно мало магов воды, способных противостоять ей. Катара, так же как и Зуко, не была наделена каким-то талантом, но с помощью своего усердия смогла стать настоящим мастером водяной магии. Постоянно совершенствуя свои навыки, изучая новые приемы, Катара смогла стать опаснейшим противником в схватке. Даже с небольшим количеством воды она могла противостоять практически любому. Что уж говорить о тех ситуациях, когда она могла использовать воду неограниченно. Катара была одной из немногих магов, способных использовать магию крови, что она и делала до определенного времени. Также, после поражения Зуку от Азулы, смогла в одиночку победить принцессу огня. И хотя Катара является невероятно опасным магом, все-таки ее сердце всегда было сильнее, чем любая магия.
Единственный маг в этом топе, который родился не магом, но через время приобрел свою силу. Захир — это просто какой-то гений. И не потому, что он был каким-то умным стратегом, вовсе нет. Захир, получив свою магию, имел около 6-9 месяцев, чтобы научиться ею пользоваться. И за такой короткий промежуток времени он стал легендарным магом воздуха. Он стал первым магом воздуха со времен гуру Лахимы, который научился летать с помощью магии. Также он изобрел технику высасывания воздуха из противника. Таким образом он убил царицу земли и пытался убить Кору. Также Захир достиг невероятного уровня духовности, что позволяло ему путешествовать между миром духов и реальным миром без особых проблем. Потенциал Захира, вероятно, самый большой из всех магов, представленных в этом топе. На 4-м месте находится дядя Айру. Мало того, что он чудесно заваривает чай, так еще и является могущественнейшим магом огня в истории. Дядя Айро берет свою силу не из гнева или злобы, а из дыхания. Айро — пример спокойного и размеренного восточного человека, который умеет управлять своими эмоциями, что означает, что он владеет навыком владения огнем как нельзя лучше. Он изобрел прием отвода молнии и учился магии у самих драконов. Как и в примере с Катарой, Айро, вероятно, довел магию огня, если и не до идеала, то практически до максимума возможностей этой магии. К сожалению, много битв с его участием мы не увидели, но за свою жизнь дядя Айро успел проломить стену Ба Синг Се, освободить с небольшой командой этот же Ба Синг Се, выбраться из тюрьмы, сломав прутья, а также удерживать Зуку и Азула и целый отряд Дайли, чтобы дать шанс Ангу и Катаре сбежать. И давайте не будем забывать, что если бы Анг не смог одолеть Лорда Огня Зая, то единственным, кто смог бы, это Айро. Тройку лидеров открывает один из величайших аватаров в истории – аватар Киоши. Нам известно, что Киоши была настолько сильна, что могла отделить гигантский полуостров от материка и таким образом собственноручно создать целый отдельный остров. К сожалению, информации, связанной с аватар Киоши, очень мало, но она бесспорно была одной из сильнейших магов в истории. Киоши была невероятно хладнокровной и могла убить любого тирана, не колеблясь. Также из заслуг Киоши можно отметить то, что она обучала самых первых воинов Дайли. А как мы знаем из Аватар Легенда об Анге, Дайли являются искусными магами Земли, которые не единожды вставляли команде Аватар палки в колеса. Остальные же подвиги и способности Киоши пока остаются в тени. Я говорю пока, потому как 16 июля 2019 года начнет выходить новый комикс, который расскажет о жизни Киоши. И кто знает, что мы узнаем о ней и о ее максимальном потенциале как мага. На втором месте, как по мне, величайший маг Земли в истории и почти сильнейший маг в принципе – Тоф. Будучи маленькой девочкой, Тоф довела магию Земли чуть ли не до максимального потенциала этой магии. Она изобрела магию металла, а также обладала невероятно прокачанным, что на Западе называется Seismic Sense, то есть она чувствует вибрации в Земле и может предвидеть, что произойдет через мгновение. Применение этого скилла очень хорошо показано в серии «Слепой бандит». Также с помощью этого же чувства Тоф могла видеть весь мир. Буквально. В 4-м сезоне Коры пожилая Тоф рассказывает, как живет на болоте и с помощью лиан способна видеть буквально все, что происходит в мире. Это как минимум впечатляет. В очной дуэли Тоф способна победить любого, кроме, возможно, Якона, просто потому что у нее читерская магия. А в целом, то, что она может предвидеть движение любого мага, лжет человек или нет, делать щит из земли и кто знает что еще, дает нам понять, что Тоф – маг, равный по силе которому вряд ли родится в ближайшие 1000 лет. Первый учитель магии огня Анга и один из самых могущественных магов огня Джонг-Джонг. Амон. Первый маг после Анга, владеющий магией энергии, могущественный маг воды и по совместительству маг крови. Минхуа. Будучи рожденной без рук, смогла стать магом воды, с которым едва ли кто-то хотел бы встретиться в очной схватке. Суинь. Дочь и ученица величайшего мага Земли Тоф, сильнейший маг металла, смогла построить целый город с помощью своей магии. И несложно было догадаться, что на первом месте расположился аватар Анг. Имея лучших магов стихий в учителях, таких как Тоф, Зуко, Катара, Анг за 1 год научился всем стихиям, в то время как, например, Року понадобилось для этого около 12 лет. Анг практически самый молодой маг воздуха, получивший звание мастера, что символизирует его татуировки. Самым молодым является Джинора. Величайший аватар, про которого нам известно, мастер магии воздуха, искусный маг воды, стоит ли еще что-то говорить? Вы и так все это знаете.
В свое время победил Короля Феникса, он же бывший Лорд Огня, во время прилета кометы Созина, когда Азай обладал максимальной мощью. Анг также учился у мастеров магии огня, драконов, и мастеров магии воздуха, бизонов. Также, насколько нам известно, первый аватар, научившийся магии энергии, что позволяло ему отнимать и даровать магии. А также победил сильнейшего мага крови Якона. В общем, вы и так все прекрасно знаете. Если вы не увидели своего любимого персонажа в этом видео, то либо я не посчитал его достаточно сильным, чтобы занять хоть одно место в данном топе, либо про него доступно слишком мало информации, чтобы сделать какой-либо вывод относительно его способностей. Также я намеренно пренебрег 5 известными аватарами и выбрал лишь 2 сильнейших из них, по моему мнению. Потому как в противном случае топ бы выглядел примерно так. Вдобавок ко всему, если какой-либо персонаж выше другого, это еще не значит, что он способен победить его в очной дуэли. Возможно, даже маг на 10 месте мог бы победить мага на 2, потому как способность сражаться 1 на 1 полностью не определяет силу мага. Если у вас есть свой личный топ, то буду рад увидеть его в комментариях и посмотреть, кого вы считаете сильнейшим. В общем, всем спасибо за просмотр. Данный топ был один из последних, или даже самым последним топом на моем канале, так как не горю желанием забивать мой канал подобным контентом. Если хотите поддержать меня и помочь моему каналу не стоять на месте, то поставьте лайк и напишите любой комментарий. Так данное видео сможет выйти в топы, и следовательно больше людей смогут его увидеть. Еще увидимся.